Привет, друзья! Сегодня затронем интересную тему: полеты Zino 2+ в сильный ветер. В умеренный ветер, как бы понятно, этот дрон летать наверняка будет без особых проблем. И в этом мы тоже убедимся. А как он поведет себя в сильный ветер, когда возможности выжить практически нет, тут мы посмотрим. Также мы коснемся вопроса запуска с рук в умеренный и сильный ветер. Насколько это безопасно, стоит ли это делать и как это делать таким образом, чтобы остаться с пальцами на руках и со щеками на лице, с целыми щеками. Для тех, кто не знает, хочу напомнить о том, что скорость ветра и скорость летная дрона складываются в случае, если дрон летит по ветру, и вычитаются, если дрон летит против ветра. Это просто, но кто-то может этого не знать. Эта информация пригодится нам для того, чтобы оценить, насколько реально был сильный ветер, не только по прогнозу, но и визуально. Даже если вы по какой-то причине взлетели, не посмотрев прогноз, вы можете оценить ветровую обстановку достаточно просто. Поднять дрон и пролететь в одну сторону по ветру и против ветра, посмотрев при этом за показаниями скорости дрона. Если вы увидите, что скорость против ветра очень мала, 1-2 метра в секунду в нормальном режиме, то стоит задуматься, стоит ли вообще лететь куда-то. Потому что если вы улетите по ветру, то дрон вы, скорее всего, не вернете. Даже если переключитесь в режим эксперт, если вы не рассчитаете правильно запас батареи. Ну, а теперь в поля. Сегодня наконец дождался нормального летного дня. Вот и попробуем запуск с рук в сильный ветер. Значит, как уже я говорил в прошлый раз, чтобы определить силу ветра, нам поможет прибор анимометр. Посмотрим, какой силы вообще передавали. Не сильные, но порывы могут быть достаточно основательными. Хотя для Zino Plus это должно быть очень легко. Да, ветер черный, порядка 5. То есть дует туда. Встаем вот так, перпендикулярно к ветру, и дрон запускаем под 45 градусов. То есть отпускаем его по ветру. Ветер порывистый. Пробивается против ветра вполне нормально.
Если ветер у нас дует в таком направлении, поворачиваемся к ветру боком и запускаем дрон под 45 градусов. То есть запускаем его по ветру туда. В момент запуска лучше выбирать максимальное затишье. Дрон держим в руках крепче. Отпустил, дрон улетел по ветру. Посмотрим сейчас, как он возвращается назад. Стоит вроде на месте. Как раз подошло усиление. Очень тяжело идет вперед, но пробивается. Молодец, борется с ветром достойно. Видно, что тяжело, упирается, прямо нагибается вперед усиленно. Красавчик. Попробуем поднять повыше. Тяжело ему это дается, расход батареи прямо быстрый. Вау, все, полетел задом. Не пробивается. Опускаем ниже. Попробуем включить у нас. Режим эксперт. Пробивается, но с трудом. Достойная игрушка. Держит ветер офигительно прямо. Сейчас не касаюсь стиков. Дрон упирается, прямо боком встает, но все равно держит ветер нормально. Даже фиксирует позицию. Короче, в режиме эксперт в такой ветер летать можно, но это экстремально, и не пробуйте улететь куда-то далеко по ветру. Давай! Супер! А что, все не так уж и плохо. В такой сильный ветер Zino 2 показал себя отлично. Да, его сдувает в стандартном режиме, да, он очень тяжело пробивается сквозь этот ветер, но он справляется. Он держится стабильно, он не переворачивается и не кувыркается. Кстати, по поводу кувырканий, один из подписчиков форума 4PDA.ru выкладывал видео, где, летая в сильный ветер над горящими полями, его дрон начал кувыркаться и в конечном итоге разбился практически в хлам. Так вот,
сильный ветер, турбулентность в воздухе возрастает очень сильно, и горящие поля являются отличным триггером для возникновения термических потоков и создания этой самой турбулентности. А в турбулентности даже самолеты ломаются, когда летят на большой высоте и попадают в грозовые облака. Поэтому, чтобы не попадать в сложные ситуации и не умотать свой дрон, перед полетами смотрите прогнозы погоды. Вас интересует прогноз погоды именно на сегодняшний день и максимум прогноз на 3 дня, потому что все остальные прогнозы по ветру, они достаточно приблизительные и больше похожи на гадания на кофейные гущи, потому что в большинстве случаев не сбываются. Если вы посмотрели прогноз на 10 дней, то с большой долей вероятности 10 дней спустя вы увидите совершенно другую обстановку погодную, и это будет не актуально. Поэтому смотрите прогноз на 3 дня и непосредственно в день перед вылетом смотрите прогноз конкретно на этот день, максимально расширенный. Для квадрокоптеров выбор неправильной погоды не так критичен, как для полетов на параплане, но тем не менее, если вы попадаете в какие-то экстремальные условия, то также можете огрестись по полной. Ну, по крайней мере, хоть и не убьетесь, но квадрокоптеру жизнь попортите. Еще один момент. Приземный ветер чаще всего значительно слабее, чем ветер, который дует на высоте 50-100 метров. Обычно прогнозы погоды даются именно на такую высоту. Поэтому вы можете удивиться, запуская дрон в слабых, казалось бы, условиях, поднять его на высоту метров 100 и увидеть, что он улетает от вас, потому что его сдувает ветром. В таких ситуациях не надо паниковать, а надо в первую очередь сбросить высоту, насколько это возможно. Но учитывайте, что по низу будет турбулентность от строений, деревьев и прочего, поэтому будьте осторожны. На сегодня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!